Да, Ну, мы сейчас уже едем к вам. Скоро. хорошо, понял. Ага. Привет, меня зовут Евгений. Данное видео посвящается одному дню моей обычной жизни. Что, собственно, интересного в этом? Да в том, что я живу в очень необычном доме, который построил сам. А еще я остался последний житель в целой деревне. Об этом подробнее расскажу чуть позже. Сегодня пятница, а это значит, что ко мне приедет почта и привезет всякие ништяки, которые я заказывал онлайн. Для меня это самый популярный способ что-то приобрести. Без тачки не обойтись, посылок должно быть много. Почта ко мне в деревню приезжает один раз в неделю, по пятницам. Если что-то не могу заказать через почту, то прибегаю к помощи различных служб доставки. Правда, службы доставки не всегда могут доехать до моей деревни. Здрасте. Здравствуйте. Так, это ваши 3 посылки. А за Сергея тоже будет? Да. После сильных дождей на обычной машине ко мне просто не добраться. Это, конечно, не касается обычной почты, которая передвигается на УАЗике. Не мне вам рассказывать, насколько это везде проходимый вид транспорта. В этот раз я заказал муку пшеничную, овсяное хлопья, пачку манки для панировки. Еще также купил палочек для ушей. Еще соседи прислали корм котам. Сейчас как раз схожу и покормлю местных котов. Хозяева этих котов уезжают на зиму в город, но планируют перебраться сюда на постоянку. Перебираю, смотрю, что мне приехало. Тут всякие фитинги для капельного полива. Вот до весны еще далеко, а я уже полным ходом готовлюсь к следующему сезону. Посмотрите, сколько только капельниц. И это все нужно будет устанавливать. Не скучно ли мне здесь? Это я вот готовлюсь к весне, да? Размышлял на эту тему, что круто было бы жить где-нибудь в более теплом месте Земли, где круглый год лето. Чтобы ты мог круглый год заниматься строительством, заниматься выращиванием растений. Потому что сейчас зима, да, стройкой можно какой-то заниматься, но все равно холодно. Вот этот снег нападает везде, а растения тоже не порастишь. И я долго вынашивал эту мысль, а потом подумал и понял, что в принципе-то, ты будешь вот так вот 24/7 работать. А знаешь, когда-то остановиться, подумать, поразмыслить. И вот этот контраст зимний в средней полосе, в нем есть какой-то свой шарм. Он дает тебе как раз вот эту вот принудительную остановку. Остановись и подумай. Как будто какая-то перезагрузка происходит. Я вот так вот подумал, и все же решил, что зима это не так уж и плохо. Накормил котов, разобрал посылки и перед тем, как приступить к работе, делаю небольшую зарядку. Затем принимаю душ, заправляю постель и нужно что-то поесть. Готовлю сырники. Пока буду жариться сырники, я заварю чай. Никогда не отгадайте, что за чай я сейчас буду заваривать. Запах какой пошел сразу. Это чай из ферментированного листа яблони. В этом году сам заготавливал. Очень вкусный чай получается. Дуже мало листогризучих, є тільки деякі види слимаків. Конечно, я, как и многие из вас, ем за просмотром ютубчика. Приятного аппетита всем, кто сейчас тоже кушает. А сегодня вечером я буду готовить гороховый суп. Поэтому заранее замочу горох, чтобы он потом быстрее сварился. Прямо сейчас я единственный житель этой деревни. Эй! Есть кто дома? Здесь никого нет, я один.
Мало того, ближайшие 6 километров дубравы, болото и ни души. Все здесь начиналось лет 12 назад. Решили мы с товарищем перебраться жить за город. И значит, возник вопрос, как найти ту деревню, в которой бы захотелось поселиться жить. Мы открыли Google карты и посмотрели, где имеются большие массивы леса. Получается, от того места, где мы родились, если двигаться на восток, то там промзона, нефтеперерабатывающий завод. Если двигаться на север, то там поля и мало лесов. А как раз получалось, что запад и юго-запад – полесская низменность и большие массивные леса. И собрались на велосипедах и поехали в поход на пару дней по этим местам посмотреть, как вообще там люди живут в этих деревнях, среди леса, в глухих деревнях. Нам нужно будет с помощью навигатора потом понять, как в лесу найти дорогу, которая нас приведет туда, куда надо. Судя по тому, что мы на этом поле, где-то в конце этого поля должна быть деревня, она должна быть где-то вон там. Вон я вижу там, по-моему, линии электропередач. Значит, деревня где-то там. Идем туда, ребята. И наткнулись вот на эту деревню. Деревня Мирная. Она находится на холме, как можем видеть. Здесь тогда проживало где-то человек 15. Ну, то есть была такая вот уютная населенная деревушка. Мы здесь переночевали. На утро еще раз посмотрели. Потом еще раз сюда приехали на автобусе с палаткой. Еще здесь походили, посмотрели лес вокруг. Вообще, как здесь обстановка обстоит. Ну и было решено здесь покупать землю и строить дом. Купил я себе участок, купил товарищ себе участок. Хозяева приехали на участок. Надо фоткать, да? Видео. Да, участок Сережи. Можно передачу сделать Discovery. Люди, Да. которые ни разу не сделали того, чего делают сейчас. В палатках будем жить и строить дом. Да. Первое время жили в палатках и строили себе дома. О строительстве которых вы, кстати, там можете посмотреть ролики на этом канале. Так а куда все люди делись? Спросит кто-нибудь. Где товарищ? Где все остальные 15 человек? Почему я здесь один в деревне? Половина умерла. А здесь уже пенсионеры жили. Остальная половина уехала, потому что тяжело, когда возраст. А товарищ, он зимует в городе. Ему там веселее. Вот. А не скучно ли мне здесь? Мне этот вопрос задавали, когда еще здесь было человек 15. И задают сейчас. Не скучно ли мне здесь? Нет, не скучно. Ну, скажем так, у меня есть интернет, у меня есть электричество, у меня есть абсолютно все удобства в доме. Ну, это как удобства в этом доме, как и в любой квартире. Если бы не было интернета, то, естественно, я бы здесь вряд ли был. Если бы не было электричества, то 100% я бы здесь не жил. И насчет общения, не скучно ли мне здесь с кем-нибудь пообщаться. У меня есть YouTube-канал, и у меня есть огромное количество общения, вот как сейчас оно происходит. Я понимаю, что сейчас по ту сторону экрана сидит очень много людей, тысячи людей этот видео посмотрят, не знаю сколько. Очень много людей комментарии напишут, я на эти комментарии буду отвечать. Кто-то может даже посмотреть этот видео и захочет в гости приехать, посмотреть все это вживую. И так зачастую происходит. Очень часто даже сюда людей привозят показать знакомые, какие-нибудь знакомых, которые вообще не знают, что у меня есть YouTube-канал, на котором я об этом всем рассказываю. Вот так вот.
Вот, допустим, сейчас какое-то там января, 5 на Новый год приезжал как раз товарищ Сергей с компанией. Они здесь решили отметить Новый год. Так что на Новый год здесь было достаточно шумно. Сейчас я занят строительством виноградной аллеи. Посадил много различных сортов винограда, и мне нужно для них организовать шпалеры. Решила сделать все это из дерева. Залил бетонные столбики и на бетонные столбики поставил деревянные столбы. Теперь занимаюсь обвязкой столбов, чтобы вся конструкция была неподвижной. Так, ставлю уже вторую балку. Конечно, быстрее было бы забетонировать какие-нибудь стальные трубы, в трубах просверлить отверстия, через которые пропустить трос для подвязок винограда, но это бы стоило мне очень дорого. Этот запил можно охарактеризовать как идеальный, с учетом, что это делалось исключительно бензопилой. Когда сюда уже начал перебираться, жить на постоянку, то какое-то время я еще ездил в город. Там на выходные сюда приезжал, либо наоборот с выходных ехал сюда. Автобус приходит поздно, в 8:30, то уже темно, и ты идешь 6 километров через темный лес, ни одного фонаря, и ты понимаешь, что это очень далеко от какой-либо цивилизации. И пару раз проезжаясь по такому лесу, ты понимаешь, что нет ничего страшного. А повстречав еще диких зверей просто так по лесу, ты понимаешь, насколько звери боятся человека. Такое самое главное правило, когда ты находишься в лесу, тем более диком лесу, нужно обязательно шуметь. Не стараться идти тихонечко. Зверь дикий должен тебя слышать. Единственный случай, когда дикий зверь тебе может доставить неприятности, это если ты его напугаешь. И вот, чтобы его не напугать, нужно просто громко идти. Можешь песню петь, ветки ломать. Нужно просто громко передвигаться по лесу. Все звери боятся человека. Человек — это самое опасное животное на планете. Сейчас зима, и темнеть начинает рано. Заканчиваю рабочий день уже в темноте с фонариком. Все думаю о покупке переносного строительного освещения. В зимнее время года оно очень актуально. Перед тем, как пойти в дом, наколю щепы и возьму дров, чтобы растопить печку. Сегодня вечером будет гороховый суп, поэтому нужно приготовить хлеб. 500 грамм муки, щепотку отрубей, чайная ложка сахара, чайная ложка соли, 7 грамм дрожжей. Это все перемешиваю. 250 грамм воды теплой. Сюда еще 2 столовые ложки масла растительного. Накрываю крышкой и вот сюда на печку. Тут тепло, накрою полотенцем, чтобы лучше тепло сохранялось. Часик-полтора подожду, пока тесто не увеличится в 2 раза. Хлебушек подошел. Выпекать я буду в такой форме. Предварительно форму смажу маслом. Теперь дам время полчасика тесту, чтобы оно подошло в форме. И уже поставлю в печку. А сейчас займусь растопкой печи. Зимой печку я топлю ежедневно, каждый вечер. И готовлю в печи ужин. А пока печка прогревается, приступлю к готовке супа. Поставлю сразу горох вариться. Он дольше всех варится. Буду готовить на индукционной плите, потому что печка сейчас будет занята выпеканием хлеба. Первый ингредиент в суп — это щепотка соли. Пока горох закипает, начищу картошки. Сразу картошку нарезаю вот таким способом. Какие еще ингредиенты мне понадобятся? Укроп, перец, сельдерей. Сельдерей можно заменить на петрушку, чеснок, лук, лавровый лист и морковка. Морковка у меня сушеная. Сейчас я пойду как раз и добавлю сразу.
Горох минут 5-10 уже варится. Теперь закидываем картошку. Одна из главных фишек приготовления вкусного супа – это добавлять ингредиенты по мере их варки. То есть то, что варится дольше всего, то добавляется первым. То, что меньше всего должно вариться или варится меньше всего, то добавляем последним. Прошло минут 5 после закипания. Добавляю лучок. Не забываем также про хлебушек. Уже подошел, пора его ставить в печку. Прошло 5 минут, добавляю чесночок после лука. Теперь жду момента, когда сварится картошка. Так, картошка уже сварилась. Добавляю все специи и перец. Даю еще пару минут повариться, потом выключу, и супчик еще полчасика будет настаиваться. О, хлебушек. Сейчас чуть-чуть отдохнет, полчасика, и можем приступать. Приятного аппетита, кто тоже сейчас ест. Ладно, давайте по-честному. Говорю приятного аппетита, кто смотрит это видео. А я что, не человек? Вот так совсем другое дело. А что за видос я смотрю? О клубнике, о выращивании клубники. Уже полгода изучаю материалы. У меня 200 кустиков клубники. И я хочу хотя бы с каждого кустика собрать по 500 грамм. И это будет 200 кустиков 100 килограмм клубники. Ну вот, изучаю. И в предвкушении следующего сезона я должен вырастить много клубники. Это челлендж, можно сказать. Дорогу зимой здесь чистят. Несмотря на то, что дорога идет через лес, она грунтовая, тем не менее у этой дороги есть свой номер. Здесь населенный пункт. Сюда приезжает почта, сюда можно вызвать скорую, сюда можно вызвать автолавку с едой какой-нибудь, которую ты закажешь в магазине. Мало того, это еще не последняя деревня. Там дальше, через 1,5 километра, через поле, есть еще одна деревня, называется она Конопелька. Когда мы сюда приехали, то там жило, может, 3 жителя, но через лет 5 нашей жизни тут, в той деревне уже никого не стало. Я иногда себе задаю вопрос, кто я такой? Деревенщина? Деревенский житель? Некоторые люди называют дауншифтер или отшельник. Я себя ощущаю просто как человеком, который живет в своем доме рядом с очень дикой природой. Каждый день у меня заканчивается тем, что я провожу время за ноутбуком, изучаю какую-нибудь информацию, что-нибудь смотрю, могу во что-нибудь поиграть, или, возможно, начну монтировать вот это вот видео. Спасибо всем, кто принял участие в создании этого видео. Вы мне задали огромное количество вопросов, на которые я ответил в этом видео. Если кого-то еще интересуют какие-то вопросы, что касается моего проживания здесь, то вы можете задать их в комментариях, и я обязательно на них отвечу. А возможно, даже ваши вопросы послужат к созданию еще какого-нибудь большого видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Благополучия вам и мирного неба над головой. До встречи.